в рамках этих пунктов вроде как, ну опять, это все варианты, опять еще раз, можно там рассматривать это как через заявление каких-то лиц, можно через заявление прессы, но это пока все вилами по воде. Вот эти там миллиарды, да, они как бы вот на общее дело восстановления Украины, причем под словом Украина понимаются и подконтрольные, и неподконтрольные части. То есть, короче, эти все замороженные активы пускают в дело, и все на них будут срабатывать с восстановления. А вот Бельгия сейчас вообще, конечно, артачится очень капитально, говорит, ребята, это воровство. Ну, то есть, как вот мы посмотрели кадры, венесуэльская история, да, то есть танкер, вот они бегут такие все бравые. Это пиратство. Просто красивая обертка голливудская. Вот Да, то, да. что с валютными этими историями бельгийцы четко говорят воровство. Ну, там уже говорят, бельгийцы какие-то не такие вообще, что вы Не, понимаете в ну демократии. они видят, скажем так, ситуацию в Евросоюзе, они официально заявили, что, ребят, вы что, с ума сошли, русские выигрывают, вы рехнулись, они потом за нами придут. Это первое. Второе, ведь Euroclear, у нее офисы и очень большие активы в других странах, не только под европейской, американской юрисдикцией. Поэтому последствия для них могут быть очень-очень печальными. Это действительно так. Вернемся к А Венесуэле. вот эти вот все экономические штучки, если вы посмотрите, да, вот особенно сейчас, жутко секретные, конфиденциальные, но почему-то уже в прессе, да, предложения, которые американцы написали европейцам по вовлечению России в мировую экономику, и так Ой, читают. это вы видели? Это же потрясающе, Степан Геннадьевич. Это, знаете, Там это называется Запорожская атомная будет давать большой, ну, электричество. а там мы будем вместе Дата-центр. инвестировать, еще что-то. Вот это вот Кушнер и Уитков. Это, знаете, такое местечковое хуцпа. В Нью-Йорке это называется очень просто. Loot sharing. То есть распределение награбленного. Когда ты уже ничего не можешь сделать, тут противник явно сильнее тебя по всем параметрам, вот эти вот местечковые ребята предлагают, ну хорошо, хорошо, давай будем все делить. Вот это вот твое, здесь ты бабки делаешь, здесь я бабки делаю. И не будем драться. Это вот настолько местечковая хуцпа, думаю. Проходили, плавали. Я когда это прочитал, думаю, бог ты мой. Ну, в принципе, если вы посмотрите, откуда взялся Кушнер, кто его папаша, кто он сам, кто Витков, ну, это естественно, это люди бизнеса, это так называемые девелоперы, которые поднялись на деньгах ФРС. Так и Большой. наши все. Один потомок белорусских партизан, другой вообще Витьков из Одессы. С кулинарного техникума. Вот, поэтому ладно, не будем о белорусских партизанах, там статья сразу будет сидеть. Поэтому, в общем-то, понятно, откуда растут ноги. Просто такие люди конфликты не решают. Потому что, ну хорошо, если вы посмотрите на хотя бы все конфликты, которые и войны уладил Трамп, ну, после краткого перемирия все снова началось и еще с большей интенсивностью, включая так называемый мир в Газе. Поэтому это все, ну, но с другой стороны, это показывает вам деградацию элит даже в империи. По Это поводу последний. элит. Смотрите, вот пока, чтобы далеко не отошли мы от Венесуэлы, давайте обсудим этот момент. Это ведь принципиальнейший момент. Значит, сегодня BBC, есть такой ресурс, Да. вот, BBC, СМУ. значит, публикует потрясающий материал. Короче, Мачадо, лауреатка Нобелевской премии. Значит, В она джунглях нет. нет, появилась на публике впервые за несколько недель, вот после того, как стала этой лауреаткой. Она лидер оппозиции, пишут, ее как встречают, она смеется, люди ей присудили премию мира, значит, от диктатуры к демократии в Венесуэле. Она пробиралась, несмотря на запрет, на выезд из страны,
до Норвегии, там джунгли, рыбаки ее помогали отправлять. Она вон какая благодарная. В церемонии награждения не участвовала. Ну, короче, Мачадо, значит, премию саму получила дочка Мачадо, но она доехала до Норвегии и, в общем, все, перемога. Значит, смотрите. И расцеловалась с Тихановской. Нет, Мачадо это, конечно, это нечто. Но тут есть другой Ну, это аспект. ЦРУшная шалава, всю свою жизнь она и была актив ЦРУшный. Уже все это давно известно. Но тем не менее. Но тут же сегодня состоялся звонок Путина Мадуру. Мачади? А, Мадуро. И говорит, значит, правительственные договоры, мы вас поддерживаем. И сейчас гадают все, собственно, для того, чтобы усластить, уважить, умаслить Трампа. Мадуро ждет судьба Асада, ну, с точки зрения России, да, с точки зрения вот этого Нет, нет, звонка. нет, нет, Или нет, там нет. другая немножко Нет, диспозиция. нет. Асад, у него проблема была в том, что он где-то за 2,5, может быть, 3 года до своего свержения он переметнулся к саудитам и катарцам. Стал сворачивать сотрудничество с Россией, с Ираном. Ну и получилось то, что получилось. Мадуру такой глупости не делал. Кстати, когда вот все радовались, что кровавый сирийский режим пал, особенно еврейцы радовались, что мы тут создадим сейчас хаос, мы туда зайдем, все, коридор Сулеймани больше не функционирует, иранцев оттуда выкинули. Вернулись не только иранцы, но теперь еще и мои любимые хуситы. Еврейцы сказали, нет, мы не будем нормализовывать отношения с Сирией. В данный момент мирный договор с сирийским правительством невозможен. Ну еще бы. Поэтому иранцы что? Они еще, помните, говорят, что ребята, вот иранцы мудрые. Они на это посмотрели и подумали, нафиг это чемодан без ручки нести, пусть другие разгребают. А мы на все готовенько придем, мы не будем больше денег тратить. Получается, теперь турки тратят деньги на Сирию, Катар и саудиты. Иранцы не тратят ни цента и снова вернулись. Еще с собой хуситов привели. Красавцы. С Мадуро, я думаю, ситуация другая. Там все другое. Потому что, вот как я понимаю ситуацию, там могу ошибаться. Во-первых, оппозиция. Оппозиции там практически не осталось. Все, кто мог, уехал. Поэтому и оппозиция в Венесуэле это как примерно россиянская оппозиция. Такие вот Каспаровы там всякие, Жирики. Ой, не Жорик, типун мне на язык. Ходорковские, вот это вот все. Навальные, жены, дети и прочее. Ни о чем. Поддержка Мадуро действительно существует. Страна представляет собой в основном такие страшные джунгли. В 3 яруса. Ребята привыкли уже воевать, они не против повоевать. Также границы с Колумбией практически нет, она открыта. Колумбийцы не против повоевать с американцами. Особенно принимая внимание обострение отношений между Колумбией и США в последнее время. Кубинцы не против повоевать. К большому счету, пиндосы так достали всю Латинскую Америку, что все не против повоевать с американцами. И превратить это в ад для американцев. Представляете себе, ну, скажем, 3-4 миллиона человек, вооруженных там калашниками какими-нибудь, стрелами, стингерами, они могут превратить жизнь любой армии в ад и в джунглях. Джунгли, там кроны в 3 яруса. Поэтому, если американцы то войдут, им придется также выполнять и полицейские функции. Потому что если они будут контролировать большие города, они их контролировать просто не смогут в силу численности своего контингента, который у них пока что есть. А это 17 тысяч. А если власти нет, полный беспредел в больших городах, власть ушла, вы же ее взяли. Контролировать они это не смогут. Ну и, соответственно, их будут очень хорошо и часто отстреливать. Это при том, что там плотно сидят китайцы, и китайцы могут спокойно финансировать все эти отряды.
повстанческие так называемые. Не знаю, не проверенной информации, у меня нет возможности проверить, да и желания особо тоже. Якобы там уже давно работают вагнеры, остатки. Поэтому, скажем так, вот все нагнеталось, нагнеталось, нагнеталось до встречи Трампа с товарищем Си. После этого пошло балабольство сплошное. Это огромная морская армата сидит. Еще до встречи с товарищем Си нагнали туда авиационную группировку. Морпехи там уже болтаются хрен знает сколько времени в море и в Пуэрто-Рико. Замечательно. Вы нагнали эту огромную, создали эту огромную реально группировку. Смотрим на прецеденты, которые были с подобными по численности группировками, я имею в виду морпехов. Панама. Ребята, сравните Панаму и Венесуэлу. Ну, это просто несравнимые вещи. Даже если вы сможете ликвидировать Мадуро. Ну, там мудуристов много. И заинтересованных лиц, скажем так, извне, таких как Россия, Китай, устроить вам там ад. Тоже много. И денег у них до кучи. Я не знаю, понимают это американцы, не понимают, но судя по тому, как они трепятся языком и ничего реально не предпринимают, вот реально, я думаю, что понимают. И теперь суть Трампу нужно как-то, ну что ли, выруливать из этой ситуации обратно. А тут еще вот прошли выборы в Майами, где, извините, по-моему, последние лет 30-40 это была вотчина республиканцев. И Трамп там обошел Камалу Харрис, по-моему, на 20%. А тут демократка, да, в отчине республиканцев обходит республиканцев на те же 20%. Я думаю, что промежуточные выборы республиканцы проиграют с треском. Так, Потому что смотрите, а в чем вот эта вот история? Сейчас мы про выборы поговорим, про эти, про взаимосвязь ситуации в Украине. Это понятно, но давайте, ну Трамп же выполняет вроде как внутри то, что он обещал. Ну вот по поводу мигрантов, например. О, да. Вот сегодняшний Вот пост, она как да, раз на смотрите. этом-то и выиграла. Сегодняшний пост, это же потрясающе просто то, что, собственно, Трамп опубликует. Значит, он четко опять говорит, вот остались считанные часы. О боже, так волнующе. Вот это вот паспорт за деньги Трампа. Ага. Золотая gold Золотая карт, виза да, Трампа. Да. золотая виза. Вот, пожалуйста, сейчас откроется. Давайте, 30 минут до старта продаж. Давайте, налетай, не ленись, покупай, живопись. Но это же в программе тоже было, понимаете? Ровно точно так же Было, сегодня Хексит, вышеупомянутый Петька Стакан в наших с вами разговорах, он публикует эту карикатуру, где да. вышвыривает пинком под зад каких-то непонятных, то ли курица, то ли мужик, некура из Пентагона. Мгм. И вот смотрите, это тоже, что он обещал. По идее, это для американца. Он вроде как делает то, что обещал. Ну, на самом деле это такая фигня по сравнению с тем, что он реально обещал своему основному электорату. А что он обещал? Он обещал разобраться с делом Эпштейна. Он обещал быть президентом мира, а не развязывать войны, чем он занимается. Иран, Венесуэла якобы намечается. Поэтому экономику обещал поднять, а тут вообще, извините, вдруг до них дошло, что то, что они сделали с тарифами, это идиотизм полный. И по цепочке производителей пошла такая инфляция, особенно у автопроизводителей, что типа тарифы будут назад уже откатывать. Экономическая ситуация деградирует, рынок труда деградирует, причем очень сильно. Поэтому основные-то обещания он не выполняет, и он потерял свой электорат основной. Как бы. И где же ваша Америка на первом месте, когда у вас, извините, Израиль на первом месте? И это сейчас играет против Трампа ну, просто адски. И потому что израильтяне, еврейцы, как я их знаю, они стали токсичны с политической точки зрения. Потому что, еще раз,
Когда вы устраиваете геноцид и транслируете его 24/7 на всех экранах мира и на всех устройствах мира, ребят, чего вы хотите, чего вы ожидаете? Ну, это ладно. А Трамп обещал закрыть границу? Закрыл. Вопросов, проблем с этим ни у кого не было. Потому что он в свое время перетащил на свою сторону этих Hispanics, испаноговорящих и черных, или значительную часть электората. Закрыл границы, эти ребята уже внутри. Им, скажем так, как в том анекдоте, русские евреи не товарищи, Сара, плыви обратно на Северный полюс. Примерно так. И тут начинаются отловы. Знаете, облавы, отловы, в чистом виде облавы на нелегальных иммигрантов. Да, причем попадают легальные абсолютно люди. Это, во-первых, это с точки зрения Конституции, это антиконституционно. Второе, в Калифорнии ему уже пообещали Трампу отрезать причинное место, потому что он парализовал сельское хозяйство в Калифорнии. То же самое происходит во Флориде, что приводит к росту цен на основные продукты питания, например. Ну, он же без мозгов вообще. Вот реально. Ты закрыл границу, выполнил обещание. Угомонись. Это было главное обещание. Граница закрыта, действительно, все. Нет, давайте вот еще будем, значит, всех высылать. А работать кто будет, чувак? Не, он же говорит, выходит, он же выходит и говорит, ну что мы берем непонятно кого, с каких-то сомалийцев, каких-то африканцев, черти кого-то берем, Ну, еще в понимаете? таких условиях, на таких зарплаты будет работать. Давайте к нам шведы, давайте к нам вот эти Да. приличные, дайте нам Софья, приличных людей, Мгм. говорит Трамп. Почему не дают? Слушайте. Ну, наверное, не хотят. Ну, они посмотрят на доходы, которые они будут получать на этих рабочих местах. Если вы квалифицированный специалист, ну, по сравнению с Европой, у вас доход может быть в 2-3 раза выше. И стоимость жизни дешевле. Но сколько таких квалифицированных специалистов нужно? Не так уж и много. И потом, ну, кто пишет код? Индусы. Кто работает в колл-центрах? Индусы за центы. Ну, как говорится, они делают вид, что работают, американцы делают вид, что им платят, как в Советском Союзе было. А потом у нас эти могучие искусственные интеллекты обучились на индийском коде. Ладно, не будем о грустном. Поэтому у вас и так, извините меня, не конкурентоспособная экономика из-за структуры вообще расходов внутри США. А тут вы еще хотите, скажем, поднимать зарплаты, что ли? Да не. Да ну а чего? А как же прибыли? Прибыли не должны страдать. Ну, Поэтому, в этом основная, наверное, причина, да, да, что конечно. прибыли не должны страдать. Степан Геннадьевич, но вот такой злой и плохой Трамп сейчас выглядит в глазах европейцев как абсолютный союзник Путина. Шпигель сегодня. Два злодея, одна цель. Вот такая обложка. Радуется за спиной у Путина Ну, во-первых, Дональд. не два злодея, а один. Просто у этого злодея есть фотографии Трампа с Бубой. Поэтому он его шантажирует почище Эпштейна, как нам говорят. Те же свободные СМИ. Там злодей и дурак. Вот так вот. Ну, это вот с одной стороны, но это демонстрация того, что европейские элиты, они в панике. Мерц недавно Да. заявляет, говорит, вот сейчас мы встретимся, я расскажу Трампу, что у нас успешная миграционная политика, и все вот эти черненькие, которые к нам прут, они наоборот поднимают там экономику, это хорошо. Урсула там говорит, давайте еще больше этих африканцев приютим, покажем им, как живут белые люди, и сами они Потому станут что вы белыми людьми. посмотрите, как они экономику Британии-то подняли. Но смотрите, не Вообще все, прям улетело. не все за, а вот, например, вот такие плакаты, которые сейчас видят зрители, это в Венгрии. Золотой унитаз, Зеленский, это, я так понял, венгр оппозиционный, и Урсула сливают мешки денег в унитаз золотой. Они тратят ваши деньги,
на украинские золотые слитки, повышают налоги. Вот такие, собственно, настроения ходят в Венгрии. Так сколько злодеев и кто на самом деле, да, ну вот так триггерит Европу и почему? И вот когда вы хулите Триггерит, Трампа, вот смотрите, триггерит не Европу, триггерит евробюрократов и бритов. вот вы хулите Трампа, говорите, он такой сякой, но у этих-то, гляньте, как загорелась пятая точка, и они бегают, не знаю, куда А у приткнуться, Трампа, потушить. у Рубио тоже, извините меня, в дупе печи. А почему в дупе печи? Потому что Украине хана. Вот из-за чего весь этот кипиш. Мгм. До них вдруг дошло, что мы теряем стратегический актив. В большом счету, ЧВК Украины для них это стратегический актив. Давление на Россию, потому что нужно менять там режим, бла-бла-бла и тому подобное. Они понадеялись, что вот мы тут санкции, хохлы их постреляют, мы все повесим на хохлов, и взрывы трубопроводов, и атаки на инфраструктуру. Путин слетит, мы тут поставим своих соколов, которые все разрулят, активы перейдут к нам, а китайцы окажутся изолированы. И вот теперь они теряют, мы с вами это обсуждали, они теряют стратегический актив. Причем в этот актив было вложено столько политического капитала, столько финансового капитала, в основном политического. Более того, этот актив является единственным, на мой взгляд, связующим, что ли, компонентом всего Евросоюза, всей евробюрократии. До этого Урсулка избиралась и пришла ко власти, и, как у них говорят, пушила климатическую повестку. А это что такое климатическая повестка? Товарищи, все должны объединиться в святой борьбе с климатом, с изменениями климата. А чтобы победить эти страшные изменения, у вас должно быть одно большое правительство. Мы. Не взлетело. Попробовали чумку, с чумкой тоже прокололись по полной. Шваб поплатился карьерой, да, скажем так. Что они нашли на замену? Ну, вот антихристу ворот. Война, да. Война антихристу ворот. Европейцы должны затянуть пояса, они должны наступить на яйца собственной свободе и собственному социальному благоденствию, но мы должны защититься от антихриста. Подготовиться к войне с антихристом. А пока мы будем готовиться к войне с антихристом, украинцы будут защищать свободу и демократию по всему миру. И вот украинцы как-то заканчиваются слишком быстро. А что это означает? Конец войны, завершение войны. Это означает, что им придется объяснять электорату, куда ушли деньги. Да? Зачем вообще все это было начинать? Зачем было убивать экономику Евросоюза? Слезать с дешевых нефти и газа. Почему, Почему европейцы должны были терять работы? Смотрите, но они же хорохорятся, они говорят, что у нас нет, подождите, мы ничего не теряем. Мы вот наоборот приобретаем, мы стали независимы от вонючего российского газа. Ну, пересели на американский газ, который значительно дороже. Красавцы. Чё. Это американский кошерный, а российский нет. Ну, продайте остатки северных потоков американцев, и будет у вас тоже кошерный газ. А по той же цене. Да нет, ну, он даже столб, можно сказать, автоиндустрии Porsche увольняет 40% сотрудников. И говорит о том, чтобы выжить, нам снова нужно будет делать танки. Хорошо. Делайте. Деньги-то есть. Степан Геннадьевич, тут такой момент. Очень такой, казалось бы, частный, но, мне кажется, приведет к большим таким потрясениям. Иначе, ну вот, как-то не понимаешь, зачем вся эта игра. Значит, 2 дня не могли доставить Коломойского в суд. То автозак сломался, то судьи заболели, то вчера вышли вроде судьи и говорят, нет, мы берем самоотвод. Но вроде доставили. Да, там несколько дел, но вроде доставили. И он там сидит с журналистами, общается о чем-то о своем и говорит, а вы в курсе новости были? Да? Минтича хотели убить. Покушение? В Израиле. В Израиле. Там перепутали дома, пострадала домработница. Ну окей. Но потом же пошли подробности.
на следующий день. Все не Я, честно говоря, поверили. первый раз это от вас услышал. Ну, так, Смотрите, просто новости не отслеживаю. все это самое, все потом начали говорить, да нет, официально ничего нет, это Коломойский врет, как это, хуцпа, да, вот это все, зачем это надо. Значит, Израиль официально все опроверг. Не-не-не, Кала слишком хитрый, чтобы прокалываться на таких вещах. Поэтому Понимаете? надо слушать с интересом, да. Приходит второй день. И на второй день он дает подробности. Говорит, значит, там была домработница, они ходили, значит, представлялись типа журналистами, искали, а пистолет Макарова с глушителем, не знаю, видели вы, когда пистолет Макарова в руках держали? Вот, Макарова. Ну да, приходилось Значит, стрелять. С пистолет, глушителем. я не с глушителем, Ага. я не видел, ну как, видел близко, но в руках не держал. Значит, 20 метров примерно все, что из него можно выжать. Прицельно. значит, пистолет 125. Макарова с глушителем получили в украинском посольстве. Мгм. А украинцы, соответственно, это люди, которых задержали, опознали. И, в общем, сейчас как бы Израиль занимается. Ему же задают вопрос: Коломойский, ты чё? Израиль официально опроверг. Он говорит, вы что, не знаете, Израиль занимается служба внешней разведки. Конечно, никакой информации у вас не будет. А, съели? Короче, очень интересную игру Да, замутил а теперь Коломойский. спросите, откуда у меня такая информация, подумал Коломойский. Но Ну, там, журналисты засали. нет, ну там уже немножко слили эту, там депутат Гончаренко есть такой, он слил эту информацию, откуда у него могла быть, так, вот эти все подробности. Там просто два дома, он город даже называл какой-то на букву Г, ну, это там сложная топонимика израильская, в общем. Там два дома друг напротив друга. Вот тут Минтич живет, а вот тут Коломойского дом. Ну, понятно, он обслуживается, там есть там работница, там же они как-то там, да, вот это все. И они перепутали. И поэтому он все это знает. И поэтому, собственно, донесли. Смотрите, то, что там пистолеты взяли в украинском посольстве, то, что это прямой намек на... А кто, кому выгодно убрать Миндича? Конечно, судя по оголтелой критике сейчас, какой-то украинской стороне, и даже понятно какой. Насколько это далеко может зайти, и тут, знаете, что мне хотелось бы, не украинский даже вопрос политики поднять, а вот именно израильский. Служба внешней разведки. Что она может выяснить про Миндича и покушение? Не, ну, в принципе, все. Ребята умеют в пытки, если захотят. Можно, в принципе, выяснить все, и можно, если уж так припечет, подключить ту же систему эшелон, у американцев сделать запрос. Они выдадут, я думаю, все прослушки телефонов с шифровками и вообще все связи. Просто, ну зачем? Вы знаете, тут уже такие игры пошли, я думаю, внутренние между Коломойским и Зеленским, потому что я придерживаюсь, опять же, той точки зрения, что у американцев просто нет рычага дозированного влияния на Зеленского. Как? Как, Получается, впрочем, получается, как, что впрочем, и есть. европейцев. У европейцев такая же ситуация. Ну Смотрите, да, у вас огромные папки компромата на всех. получается, что есть. Это Набу с этими, ну, пленочками, которые О, все обещают слушайте, ну, озвучить. И это Набута Коломойский. остановилась, Набута А остановилась. Коломойский может продолжать. Ну, Коломойского, слушайте, над ним висят несколько пожизненных сроков в США по делам. Ну, это же демократы. Какие демократы? Ну, при демократах вроде Республиканцы. сроки. Нет, почему? При республиканцах какая разница? ФБР, сроки, это спецслужбы могут использовать. Просто, ну вот как это можно реально использовать для давления на Зеленского? На Зеленского вот такие папки. Вот с такими вообще кипами проводок. Там на, я не знаю, там на несколько вышек. Да, повесили, воскресили, снова повесили. Ну, я думаю, что это там уже какие-то внутренние разборки Коломойского. Зачем убирать Миндича? Нет большого ума. Потому что, ну, кто он такой? Ну, прошли через его руки деньги, хорошо. Хотя Коломойский говорит, что Миндич тупой, ну и, скажем так, да, суть по лицу, там интеллект не ночевал никогда с момента рождения. Но он же не дурак, чтобы открывать рот и говорить что-то или давать показания против очень больших дядей.
Он же в этой системе варился, он все знает, как работает. Поэтому я думаю, это такие, знаете, разборки дурачков, не более чем. Не от большого ума делается. Ну, это, понимаете, вот если сравнивать, да. э, Помните, наверное, Березовский судился с Абрамовичем в Лондоне. Мгм. Там вопрос шел о каких-то 2 или 3, по-моему, миллиардах долларов. Ну, по тем деньгам это много было, вы что? Минуточку. По тем миллиардам долларов. Вот люди, которые отказались ему это заплатить, они вообще что, не представляли себе, сколько информации и сколько всего всплывет во время судебного разбирательства? Ну, вот такие вот люди там, понимаете. Они не понимают, что информация стоит дороже любых денег, особенно для них, таких небольших, как 2-3 ерда. Так и здесь, я думаю. Если мы попробуем понять, что происходит с войной. Сегодня Путину доложили, что Северск под контролем российской армии, причем доложили с фотографиями, флагами и так далее. Объективный контроль, да. Украина не подтверждает и, наверное, долго не будет подтверждать. Сырский выдал вчера. Генштаб до сих пор, извините, вас перебиваю, публикует карты, где Покровск в полукольце. Да, и там говорят, что есть солдаты, все там деблокируют, пытаются. Да, да. Мирноград окружен, но серой зоной. В общем, короче, то есть мы видим, что Понятно. это как бы такая игра. Это, и тут нельзя комментировать, так, знаете, правильно, неправильно делает. Мне кажется, что неправильно. Надо говорить как есть, демонстрировать все как есть. И пускай эти партнеры у них, ну, то есть перекладывать свою головную боль, например, да, там продвижение россиян на фронте, перекладываешь же на европейцев. Но видите, боятся. Просто не надо еще раз воевать в угоду политическим амбициям. Воевать должны генералы, а не комики, скажем Ну, так. послушайте, мы же послушали Сырского, генерала. Вроде же генерал, вроде он русский сам по себе, там, плохой у него украинский, но он же там что говорит? Говорит, ночую с солдатами, в плане того, что... Я имею в виду руководство боевыми действиями. Ну ладно, не суть важно. И что? В чем вопрос? Вот, и понимаете, в чем дело? И опять у нас получается та же история. Северск заняли, да, объявили Путину. Украинские телеграм-каналы, эксперты говорят, Путину опять врут. Смотрите, и в Купянске, мол, Украина, и в Покровске, и в Мирнограде. Это вот себе там цену набивает Купинский, российская да, сторона. несколько кварталов контролирует, да. Это правда. Получается, что я просто делаю какой вывод. Значит, на фоне вот этой истории с конфликтом, а это открытый конфликт между Трампом и Зеленским, фронтом власть не сбить. Потому что мы можем терять условно месяцами, полгода терять, год с момента того, когда уже де-факто все потеряно, один населенный пункт, просто не признавая, что они его там, ну, в общем, потеряли. То есть мы видим налаженную схему, это уже отработанная история. То есть, знаете, это работает до поры до времени, а именно до той самой поры, пока отрицать это становится невозможно. Ну, например, там орки под Днепропетровском или под Киевом. Ну, все, да, приплыли. Отрицать это уже невозможно. А пока это где-то там, в непонятном Донбассе, можно говорить все, что угодно. Поэтому, да, какое-то время это работает. Но я думаю, через достаточно короткое время это перестанет работать. Приведет ли это к каким-то проблемам для Зеленского? Не знаю. Я думаю, уже нет, потому что после 4 лет войны, по-моему, уже такая апатия у населения ко всему, что как-то надежда покидает его что-либо изменить и поменять. Степан Геннадьевич, я так понимаю, что вот эти выборы, если это не фарс, и они там, правда, что, ну как, и правда, что соорудят какой-то, да, момент для того, чтобы Зеленского же переизбрать, мол, Либо кого-то еще, но еще хуже, чем Зеленского. да, либо кого-то еще, либо британцы это просто отыграют, потому что есть такая версия, что у британцев заряженная есть, ну,
То есть кандидаты разные, причем для всех. Да, По- да, да. Победит те, кто они скажут, потому что британцы будут считать бюллетени. Они выделили 500 миллионов фунтов на это дело Правильно, и правильно. занимаются ЦВК. И это будет очень плохо для украинцев, потому что они снова скажут: о, перемога. Ха-ха. Уже давно пора поменять перемогу и зраду местами в толковом словаре украинского языка. И, ну, тогда действительно будет все до последнего украинца, потому что никто в Европе, я имею в виду Британии, не собирается завершать войну. Для них-то смерть падает. И вы знаете, вот много есть таких моментов, которые указывают нам, что, значит, во-первых, Зеленский, даже если выборы проведет, это будут выборы во время войны. Если во время войны, то это ТЦК возле каждого участка, то это военное положение, которое не отменяется, комендантский час, плюс Ну, сюда то, о чем говорили выше, отключение света. Короче, целый пласт, да, проблемы, экономика. Сегодня, кстати, антирекорд у гривны 49,5 за о, евро. 50 называлось, да, почти сделали, да. То есть Цель сделали. Зеленский же говорит, будет по 50. Ну вот вам, пожалуйста, уже почти Ага. 50 евро, да. То есть вот такая А, история. евро. Евро, Значит, к евро. доллару, к доллару еще выше. Ух ты. Ничего. Значит, смотрите, и тут у нас выходят на авансцену науковцы, А научные кто это? работники. Да. Ага. Значит, Родина в опасности. Науковцы призывают власть немедленно отменить решение про выезд юношей 18-22, а общество перейти на военные рельсы. Вот так выглядит автор, доктор физико-математических наук, профессор, первый вице-президент Академии наук Высшей школы Украины. Значит, 6 числа состоялась конференция Академии наук Высшей школы Украины. Значит, в общем, ну, это большая организация, там почти с независимости, короче, 500 ученых, там доктора наук, в общем, умные люди. На этой конференции обратились ко всем, что, в общем, власть, тоже педагоги, все-все-все, СМИ. Значит, Родина в опасности. Вот с таким общим посылом, так сказать, вот эти все науковцы нам говорят. Значит, такое ощущение, что идет какой-то очень глобальный прогрев. И он идет давно. И я бы к нему, если раньше это было смешно, ну, например, там, когда выходит какой-нибудь, он сегодня, кстати, тоже выходил, какой-нибудь карась, этот радикал, ради чего? Радикал. Вот, выходит и говорит, значит, вы что? У вас две функции. Не думайте, не читайте про геополитику, не думайте вообще ни о чем. Значит, или воюйте, или размножайтесь. То есть доброе дело делайте для страны. То это было как бы хихоньки и хахоньки. То сейчас это обретает гораздо большие масштабы. И, судя по всему, Зеленский может очень резко изменить правила и ведение мобилизации. Может, Насколько и его... он это сделает, его давно заставляют это сделать, ему придется это сделать. Потому что ну, нехватка личного состава уже давно имеет критический характер. И если, ну, грубо говоря, вот судя по тому, как пушечное мясо расходуется, ну, сколько они там из этой возрастной группы наберут? Ну, может быть, 1100 отловят, может быть, 1200. Ну, как минимум, я думаю, этого хватит хотя бы на полгода. То есть А все потом все. говорят, все... Нет, ну, понимаете, здесь же надо вот еще раз понимать одну элементарную вещь, что пушечное мясо пушечным мясом, это замечательно, прекрасно. Но ведь есть еще экономика. Экономика, инфраструктура, логистика, которая поддерживает ведение боевых действий. Так вот, по всем канонам и по всем историческим примерам, я не буду сейчас врать цифры, но это легко посмотреть. Грубо говоря, если у вас есть определенный мобилизационный потенциал, и вы мобилизуете больше, по-моему,
20-25% вы войну проиграли, потому что у вас ляжет экономика. Работать некому. И Украина этот порог уже прошла на самом деле. Поэтому все, что решат эти дополнительные там 200-300 тысяч, ну, они отсрочат крах, может быть, фронта, ну, на полгода. Но их тоже не станет. Потому что, еще раз, в малом воздухе, как говорят, в дронах теперь преимущество в стране России. Про авиацию я вообще промолчу. Про ПВО тоже, его просто нет. Ну, как на полигоне отстреливают, стреляют по живым мишеням, грубо говоря, в огромных количествах. А самое страшное, что нужно понимать, это то, что когда армия начинает отступать, она несет самые большие потери. Яркий пример тому – это Вторая мировая война, когда немцы отступали к Берлину. Вот за последние 6 месяцев, знаете, какое было отношение убитых? 30 к 1. 30 к 1 у немцев. Отступали. Потому что преимущества в воздухе уже практически не было, и когда они отступали, их просто убивали, уничтожали. Так и здесь. Звук пропал. К какому сценарию войны мы идем? Ну, как и хотели британцы и, в общем, американцы до последнего украинца. Так это же тоже потеря актива, о котором вы, ну, всю А, первую часть программы говорили. нет. Но это потеря актива в каком смысле? Актив полностью выполнит свою функцию. То есть это будет не потеря актива, вот, а вот он выполнил всю функцию, он нанес максимально возможный урон противнику, свою функцию выполнил. Ну, не шмогла. Это несколько иначе, чем оставить, вот, грубо говоря, вот Украина должна, по их мнению и по их плану, которые они открыто совершенно озвучивают, продержаться еще 2-3 года. Как раз подойдет 28-29 год, когда официально объявлено начало войны, нападения России на Европу или Европы на Россию, как-то у них складывается. Вот эти 2-3 года Украина должна продержаться и отвлекать на себя силы и средства России. Но с таким расходом, скажем так, тушек на фронте и с таким уровнем дезертирства, ну, может быть, полгода еще продержится. То есть, когда вообще фронт, вот он сейчас уже разваливается, по большому счету. Растаскивают фронт, знаете. Сначала была там западная тактика 1000 порезов. А теперь российская тактика 10 порезов. Фронт уже сыпется, все. Я не знаю, чем. Ну, закончится еще раз. Это крахом закончится. Все. Да, Поэтому такая шизофреническая активность в Европе и в США. Давайте вот предложим русским еще вот этот такой сладенький экономический кусочек. Хорошо. Мы ваши активы не конфискуем. Но вы их инвестируете в Украину, а мы возьмем половину доходов, а вы другую от своих же активов. Сейчас другой вопрос. Ребята, а что мы сейчас Украину кончим, потом подойдем к вашим границам и скажем, где бабки, гад. это, кстати, тоже очень интересная история. В соцсетях многие в сердцах пишут, вот если вы дадите нам проиграть, проклятые европейцы, поляки, дадите нам проиграть, мы тогда с русскими к вам в Варшаву придем. Ну, скажем так, это украинский, конечно, странный народ. Да, ну, проиграете вы, просто украинцев не останется. Нужно разворачиваться уже сейчас. У нас ВПК на полную катушку раскочегарен. Ну, что там еще 1300 украинских бойцов. Какая Варшава? О чем вы? Мы фрицев будем поджаривать в Берлине. Очень быстро. Ну, то есть прав Рютте. Говорит, следующая цель России мы. Он следующая цель Орешника. Да. Следующий запуск Орешника будет Парют. Через 2-3 недели.
Если останутся залпы. А то ж может не остаться, не остаться залпы. Подведем итоги нашего вопроса. Как вы По думаете, крайней мере, 6 установок точно есть. так это в Беларуси все, да? Значит, как вы думаете, во что должна превратиться G7? Значит, в G3, не так давайте, в 5%, в G8, 9 в G3, 12 в G5, ну и в G и точка. 74% понравился этот вариант нашим зрителям. Хорошая. Но на самом-то деле, послушайте, Зрители Шелеста наконец-то нашли точку G. да, понимаете, Мифическую, да? а знаете, где она? Это там, где лайк. Знаю. Могу показать пальцем. Пальцем вверх. Это там, где лайк. Друзья, поставьте этот лайк. Ой, и, так сказать, нащупайте наш прямой эфир и подставьте на подписаться. Ну, это чтоб вообще до конца все было хорошо. Димура, YouTube-канала, ссылка в описании, Telegram-канал тоже. Точно так же помассируйте пальчиком вверх и, конечно, подпишитесь. Будет вам счастье. Ну и всем остальным тоже. Один раз в жизни. Главное, что это то счастье, после которого не бывает последствий, связанных с обременением и, там Не сказать, факт. деторождением. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем, кстати, большое спасибо за то, что их оставляете. Начнем с сообщества в закрытом клубе «Шелест» в телеграм-канале. Значит, набросал вопросов Василий. Значит, мир продажен. Знак вопроса. Деньги, средства платежа или товар с точки зрения современной морали? И третий вопрос. Сколько бардак этот по продаже будет? О как. Философия. Финансовая философия. Ну, деньги – это средство обмена, да, и средство достижения целей – это не товар. Вот. А сколько это будет? Ну, долго. Сергей, Степан Геннадьевич, политика – это продолжение экономики. Если убрать всю шелуху, как оценивать роль BlackRock во всей этой вакханалии на Украине. При капитализме так просто вбухивать сотни миллиардов в непонятную страну Восточной Европы весьма сомнительное занятие. А в чем гешефт условных блэкроковцев? Я продолжу Сергея. На заседании Финк был вчерашнем. Сегодня, в общем, отчитались о заседании там Кушнер, Витков, Сырского включили. Короче, обсуждали фронт, территории. В общем, ни к чему не пришли, но, в общем, поговорили как есть. А вчера про денежки. Там Бессент, как вы называете его, милашка Бессент. Там был Финк, понимаете, то есть из BlackRock. И вот там обсуждали финансовую часть вопроса. И BlackRock там чуть ли не главный, так сказать, разводящий. В чем интерес? Ну, когда вы покупаете актив по дешевке, по бросам цену, вот весь интерес. А теперь интерес в другом. Ну, то, что вы купили, часть этих активов уже сменила собственника. В ближайшее время и все могут сменить собственника. Одна Вот весь шахта. интерес. Сегодня подтвердили, что на Донбассе у Украины одна шахта в Донецкой области осталась. Нет. О, газовые месторождения. Слушайте, климат и почвы. Понимаете, газ есть у всех. Ну, условно говоря, уголь тоже. Проблем в мире с этим нет. А вот с плодородными почвами, так черноземами и с климатом, ну, это много стоит, потому что это контроль практически рынка зерна и рынка продовольствия в мире. Вот если взять Ну а как, Россию подождите, и Украину, а какое продовольствие? Там все заминировано. нет, ну слушайте, это все разминируется. Это все Сколько чистится. десятилетий? Зависит от того, от тех усилий, которые вы приложите. Так Да. хлеб будет золотой. Ну, пока нет, хлеб в ближайшее время не будет золотым. Его много везде. И огромный запас. Там переходящие запасы, по-моему, 1,5 годовых потребления каждый год. Поэтому все эти, помните, вопли по поводу зерновой сделки голодающих стран Африки. А Украина – это что? Это географическое положение, климат почвы. Ну,
Запасы там всего такие не особо большие. Мгм. Вот они все это покупают. Ну, да, и генерация еще есть электроэнергии. Уже построенная, атомная, то есть дешевая, ничего вкладываться не надо, это надо только эксплуатировать. Что еще такого есть? Ну, в общем-то, все. Ну, Мгм. логистика имеет это географическое положение. Значит, Андрей спрашивает. Здравствуйте. Слышал ли Степан Геннадьевич что-то о месторождении Левиафан, о котором постоянно говорит Пасков? Если оно действительно такое колоссальное, то почему США не суетятся в этой стороне? Речь идет о море напротив Газы, поэтому, собственно, сейчас война в Газе. Значит, там ЧВК с американской суетится Израиль. Че американцы суетится? Они суетятся в каком смысле? План Clean Break. Еще раз много говорил. Отгуглите, посмотрите, как в 91 году он, по-моему, был принят. Левиафан еще есть у Ливана, у берегов Ливана и в их экономической зоне. Поэтому все это месторождение, и вообще контроль над основными источниками углеводородов на Ближнем Востоке и логистикой должен перейти к ЧВК Израиля, то есть к американцам. Есть маленькая проблема – Иран. Вернее, она не маленькая, она принципиальная проблема. И те, кто стоит за Ираном в данный момент, это Китай и Россия. Поэтому обломались пиндосы на Ближнем Востоке. Конкретно. Другой Андрей спрашивает. Степан Геннадьевич. Кто за них стоит за ними, я промолчу. Мгм. Другой Андрей спрашивает. Степан Геннадьевич, есть мнение, что европейская финансовая система на грани тотального краха. Именно поэтому такой сумбур в европейской политике. Что вы думаете на этот счет? Вся мировая система, на самом деле, финансовая, западная, на грани краха. И смертный приговор искал, когда они подписали 26 февраля 2022 года. А сейчас у них чисто формальные проблемы адские в этой долговой пирамиде, потому что она может существовать и здравствовать, если есть постоянный приток, если выполняются два условия. Постоянный приток новых активов, которые можно использовать как коллатерал, то есть залог, либо уже существующий залог постоянно растет в цене, так называемая экономика активов. Поэтому нужны, например, активы того же Ирана, той же Венесуэлы, той же России, потому что в России там они оценивают их в 70 триллионов долларов. А что такое актив? Это не просто то, что мы там покупаем нефть, либо алмазики, либо газик, либо еще что-то. Нет, актив – это часть собственности, либо полная собственность. Вот это можно уже закладывать. Вот это Так. вот главная структурная проблема у них. Мгм. Следующий вопрос. Кстати, тоже это уже из сообщества YouTube. Чат, приготовьтесь тоже. Скоро к вам будем Там переходить. веселые ребята, да. Да, в чате очень веселые ребята. Ну и в сообществе тоже как бы не промах. Добрый вечер. Какое наказание должно быть для пропагандистов после войны? М, Да, промолчу. Статья. А как, а что За статья? разжигание всего и все. Нет, нафиг. Нет, подождите, вообще давайте наказывать их, не наказывать пропагандистов Наказывать, после конечно. войны. Одного пропагандиста уже наказали хорошо в свое время, когда он разжигал ненависть между русскими и украинцами. Его хорошо наказали, отказав ему в гражданстве одной страны. Вы о ком сейчас? Есть такой очень известный пропагандист. Мгм. Понятно. Значит, здравствуйте. Смотрю на мобилизацию в Украине. И уголовные дела, и заградотряды, и блокпосты, и блокировка счетов во всех банках. И все равно бегут оттуда, и все, и ничего не помогает. Как думаете, когда славян будут загонять в цифровой концлагерь, подобная ситуация будет? А это невозможно сделать. По одной простой причине, что существующая вертикаль власти во многих странах, называемая постсовка, она недееспособна в том смысле, что она ничего не может довести до конца. Пример борьбы с чумкой, этой страшной эпидемией, тому, на мой взгляд, ярчайший пример, как надевали намордники, как вели себя
так называемые прогрессивные европейцы, как там очень быстро правительства реагировали на условное диссидентство, как велась информационная война, а потом вы смотрите, скажем, что творилось в России. Там уже под самый конец эпидемии они озаботились тем, что все это как-то дискредитирует нас. Надо бы вот начать кампанию борьбы с антиваксерами. Там много чего было. Мгм. Поэтому Так, враговой концлагерь – это не про нас. ну, смотрите, я просто должен сказать, что сообщили, например, что теперь все мужчины должны иметь резерв плюс, ну, быть в резерве плюс. И там Ну, у нас фотографию, тоже скоро будет все через Макс. Ну и что? фотографию вот это прилепили, там, чтобы как бы идентифицировать был. Ну, в общем, всех загоняют в эту историю. Я всегда знал. Всегда можно обойтись. Ну, знал, да. Значит, Дмитрий, привет с Рудного, Казахстан. Вопрос Степану Димуре. То, что Зеленский еврей, имеет какое-нибудь отношение к войне до последнего украинца? Может, задачи Нет, одинаковые, что в Газе, что на Украине? нет, нет, нет. Вообще никакого отношения. Просто других в элите нет. На поставке. Да, как шутка была старая такая. На телевидении или геи, или евреи. Там типа, Да, я не еврей. да, Да, вот такие да. моменты. Говорят, что и в хоккее появляются евреи. Посмотри на вратарей, что не маска, то еврей. И такое, да. Значит, Лина Востроилова, какое ваше мнение? В этой игре есть светлая сторона? Или все это лишь игра со своими правилами и игроками? И наивно мне называть хороших и плохих. Какие ваши критерии хороших и плохих? У меня на самом деле один критерий добра или зла. А, Это первый закон мироздания, между прочим. Живи, давай жить другим. Если вы следуете этому критерию, то очень хороший, творите добро. Если нет, вы представляете зло. Там про вторая часть, что но время поступай как римляне. Так, добрый вечер, Александр Степан Геннадьевич. Спасибо вам за ваш эфир. У меня такой вопрос. Как по-вашему, с учетом всех предпринятых усилий, удастся ли Трампу все-таки получить звание пиздилер и Нобелевку в 26 году? Спасибо за ответ, Сергей. Ну, первую премию мира от ФИФА он уже получил. А, Получит ли он Нобелевку за мир? Не знаю, ему бы дожить бы еще на самом деле до этой даты в следующем году. Такими темпами. Кроме шуток. Степан, значит, вопрос от Виталия. Вы помните, как в 23-м году была популярна тема про договорняк между Россией и США? И вот смотрю я на то, что делает Зеленский, и начинают мне терзать смутные сомнения. Зеленский стал гнать на стратегического врага США, Китай. К тому же подставляет под ответный удар за атаки на суда Одессу, которая так приглянулась его британским друзьям. Это что же получается? У Зеленского уже оформлен договорняк с Россией и с США? Заранее спасибо за ответ. У меня ответ простой. Не путайте идиотизм с теорией заговора. Да? Есть такой метод, называют, ну, именно методология лезвия Акама. Кто заключается в том, что если можете объяснить что-либо без привлечения дополнительных гипотез, значит, ваше объяснение правильно. Поэтому я это все объясняю идиотизмом и тем, что количество дебилов в системе управления в мире, оно перешло в качество.